Вы на семейном канале Trip Life Family, и мы отправляемся с вами снова в новое путешествие по невероятному Вьетнаму. В нашей серии выпусков про Вьетнам вас ожидают прекрасный город Да Нанг. Если не дышать, о боже! Город Хай Ан и кокосовая роща. Посещение одной из визитных карточек Вьетнама – Бана Хиллз и мост Руки Бога. Местные развлечения в Да Нанге. Какая здоровая! Приключения нашего дрона. Увидим Хайфон и невероятную бухту Халонг. Ну что, Надя, пройдешь? Если пройдешь, значит можно еще сладкое. По сумочке, еле-еле. Побываем в городе Ханой и на его необычной улице. Мы это сделали! Покажем самую красивую деревню и заповедник Там Кок. И где? Привет! Попутешествуем на необычном транспорте в нашей жизни Так мы еще не ехали. и посетим абсолютно другой Вьетнам. Друзья, всех приветствуем! Сегодня мы находимся на Золотом мосту в Да Нанге, Вьетнам. А это значит, будет выпуск. Это будет, ребята, не просто выпуск. Вы только представьте. 10 городов и поселков, несколько самолетов, куча проезженных километров. Вы не просто увидите красоты, а также узнаете все полезности про эту увлекательную страну. Погнали смотреть выпуск! Вьетнам – одна из самых густонаселенных азиатских стран. Расположена на восточном берегу полуострова Индокитай. Столица тут Ханой. Официальный язык – вьетнамский. Валюта – вьетнамский донг, самая слабая валюта мира. Государство состоит из 58 провинций и 5 городов центрального подчинения – Ханоя, Хошимина, Хайфона, Да Нанга и Кандха. Вьетнам идеально подходит для семей, решивших провести отдых в спокойной обстановке, а также для любителей серфинга, рыбалки, гастрономических удовольствий, шопинга и ознакомления с древней историей экзотической азиатской страны. Круглый год на территории Вьетнама держится высокая температура с сильной влажностью. Это обусловлено расположением страны в тропическом и субтропическом поясе. Исключение составляют только самые северные территории. Средняя температура практически не меняется в течение года и колеблется в пределах 26-29 градусов. Лучшее время для посещения Вьетнама, когда дожди наименее вероятны, это период с апреля-мая до октября-ноября. Касательно виз, граждане Украины теперь могут легко посетить Вьетнам, оформив электронную визу. Начиная с 2023 года больше нет необходимости посещать посольство. Достаточно воспользоваться онлайн-сервисом на вот этом сайте. Стоимость визы составляет $25, а ее оформление занимает всего 3-5 рабочих дней. Существует также возможность ускоренного получения визы. Срок действия визы 90 дней. И если у вас возникнут вопросы о процессе оформления визы или путешествия, вы можете найти полезную информацию на сайте Trip Life Store. Этот ресурс поможет вам освоить навыки самостоятельного путешествия и сделать вашу поездку во Вьетнам максимально комфортной. Первый город Вьетнама, который мы открыли для себя, это Да Нанг. Пятый по величине город Вьетнама, крупный порт, раскинулся на берегу Тихого океана в центральной части страны. Да Нанг успешно сочетает черты делового мегаполиса и спокойного места для пляжного отдыха. Аутентичные рынки и старинные храмы здесь соседствуют с небоскребами в стиле хай-тек. Набережная Да Нанга – одно из самых живописных мест города, украшенное мраморными скульптурами. Вечером она утопает в огнях вечерней подсветки. Здесь сосредоточены многочисленные кафе и рестораны, а вечером набережная становится местом отдыха для туристов и местных жителей. Да Нанг славится морепродуктами, и здесь просто немерено всего продается.
Посмотрите, лобстеры, омары. Боже, какие они гигантские. Папа, не настоящий. Это все настоящее, Мируся. Все настоящее, посмотрите. Да. Ребята, пожалуйста, одна штука приблизительно кило 300, 2 килограмма стоит 4 миллиона 600 тысяч. Это где-то $150, да? Это нет, 4 миллиона 600 это килограмм. Ну, не знаю. Я не разобрался. С их ценами пока сложно. О, боже мой. Боже мой, какой гигантский краб. Мне страшно. Вот рыба такая. Боже мой. Я не знаю, как она называется. Может, кто-то в курсе. Но эта рыба больше, чем моя дочка. Да, Мируся? 100%. Нет, я после рыбы. Да. Ready? Ресторан? Do you have a table outside? See view, okay? Вау, вау, смотрим. Значит, 250 тысяч, это у нас $10. Норм. Ну, говорят, что здесь очень вкусно. Nice ресторан, yeah? Ну, конечно, что ж ты еще скажешь? Боже мой. Ну, цены, $10 блюдо, смотрю. Понятно, что не вьетнамские уличные, но первый день хочется что-то вкусненького. Сальмону $12. Ну, слушайте, для Европы цены отличные, для Вьетнама, конечно, дорогие. Ну и сразу же барчик стоит с местными напитками. Честно, я пока вообще не понимаю, что это. Sorry, lady. What this? It's alcohol? No, wine. Wine. It's all wine. Local wine, yeah? Local wine. Так. Вау. Ребята, посмотрите, какой вид. Это нам приготовили столик. Вот это мы зашли, да, спасибо. Мы зашли на ночной рынок и будем сейчас делать манго-смузи. А how much? 30 for one, да? Ну, отлично. Получается чуть больше $1 за одно манго-смузи. Отличная цена. Да, Надежда? Как тебе Вьетнам? Шикарно, все дешево, что еще нужно? 100%. Дешево для отдыха. Прекрасная водичка, прекрасные люди. Как-то, не знаю, как под меня, скажу откровенно, мне показалось, что народ добрее, чем тайцы. Ну, возможно, это первое впечатление. Надо поприезжать в Таиланд, как мы, раза 4, и будет другое. Но пока все очень нравится. Так, ну у нас тут еще на рынке готовят гриль. Понятно, кукуруза это курица, но которая, по-моему, ну это не креветки точно. Походу это курица. Так, мясо неизвестного животного. Ну, все очень смачно. Честно говоря, пахнет хорошо, а какое мясо, никто не знает. Но вот это точно похоже на осьминога. И вот так вот жарят спокойно, прямо здесь на улице. Приятно. Запахи неимоверные. Вы не поверите, сколько раз мы были в Азии, никогда не пробовал дуриан. Просто никогда. У меня мама постоянно его кушала. Я его нюхал, но никогда не пробовал. Я считаю, что мне этой штучки точно хватит. Он еще так это делает. Так, ну что, мой первый дуриан. Я столько о нем слышал, столько его нюхал.
Доця, я боюсь, что тебе будет от него плохо. Да не будет плохо, обещаю. Да, теперь. Мне не будет плохо. Да. Тебе нравится запах? Если не дышать... О, боже! Это очень вкусно! Мое любимое. Надо домой купить побольше. Ребята, манго-смузи это правда вкусно. Дуриан, простите, но... Возможно, оно действительно вкусно. Но этого возможно нужно дождаться. Мои рецепторы и мои возможности организма не дают мне это сделать. Я все-таки за традиционную еду. Утренний Дананг. Мы хоть наконец-то выспались. Надя хочет заказать их национальное кофе со сгущенкой. Это не со сгущенкой, это смотрите, это с яйцом. Эг-кафе. Это что-то необычное. Я видела, ребята ездили одни во Вьетнам и говорили, что вкусно. Но мы попробуем, вкусы у всех разные. Ладно, я фанат матча-латте, но его везде вкусно готовят. Я возьму себе, наверное, коконат кафе. Попробую. Но я бы хотел попробовать вот это со сгущенкой, потому что в Европе один раз пробовал во вьетнамском кафе. Было омерзительно. Надеюсь, здесь будет лучше. Вьетнам является вторым по величине производителем кофе в мире после Бразилии. Вьетнамский кофе уникален своим ярким ореховым вкусом, который часто приписывают зернам робусты, которые в основном и используются. В местных кафе вы можете найти необычные кофейные напитки, такие как кокосовый кофе, холодный со льдом или горячий напиток, соленый кофе, кофе со сгущенкой и яичный кофе. Если вы такой же кофеман, как и я, советую попробовать разные напитки и найти свой любимый. Для себя я выделила кокосовый и соленый кофе, но сперва попробовала именно яичный кофе. Давайте расскажу, из чего он состоит и как готовится. Вьетнамский яичный кофе – это нечто среднее между напитком и десертом. Готовят его так: свежий яичный желток в течение нескольких минут взбивается сгущенным молоком, пока не образуется тягучая сливочная масса. Получившийся крем тонкой струйкой выливают поверх свежесваренного горячего кофе, посыпают корицей и подают. По вкусу это точно не кофе, я бы сказала десерт с кофейным вкусом. Больше мне его вкус напомнил десерт из моего детства – гоголь-моголь. Кто пробовал, тот поймет, о чем я. Что привозят с Вьетнама? В основном, конечно же, это кофе. Здесь просто его огромное количество, различного. Есть кокосовое, есть их оригинальное. Вот, пожалуйста, есть даже всеми любимое кофе Луак. Я не фанат кофе, но тут прямо все и дегустируют, и пробуют. Это, наверное, самый главный напиток и самый главный сувенир из Вьетнама. На втором месте, я думаю, что будет вьетнамская звездочка. Что я нашла? Вот такая вот упаковка. Я думала, что это желейные конфеты, но это не желейные конфеты. Это пюре манго. Пожалуйста. Можно в десерты добавлять, можно там чиа-пудинги делать с манго. Ну, короче, прикольно. И очень, очень вкусно. Слушай, я лично обожаю заходить в продуктовые магазины. Мне всегда нравится смотреть, чем питаются люди. Стики орешки. Выглядят очень... Макадамия, он слишком жирный. Ну, какая разница, жирный. Еще и дискаунт. Идем просто сушеное манго возьмем. А вон, смотри, с дуриана. Это моти? Моти с дурианом? Мочи с дуриана, спасибо. Ой. О, тут еще можно увидеть. Вот это, наверное, уже конфеты. Да, это желейки, кстати, ребятки. Это желейки. 2 упаковки. Это что, Надя? А это, смотрите, манго с перчиком чили засушенное. Не знаю, если тут сахар или нет, он не пишет, но сушеное манго. А сзади ничего не написано? Ага, на вьетнамском. Короче, манго с чили. У них тут выбор просто манго огромный. Я уже вон 2 упаковки взяла разных.
Надя нашла классическое засушенное манго. Да, причем тут очень много упаковок. И 800 грамм. Прикольно. И цена нормальная. 440 тысяч. Делим на 25 тысяч и получаем, ну, приблизительно, я думаю, $15. И, ребята, огромное количество разнообразных видов лапши быстрого приготовления. Просто вьетнамцы на этом, как бы сказали корейцы, собаку съели. Просто их тут немерено. Вот какая хочешь, с любым вкусом. Ну и для фанатов потных носочков, таких недельных носочков, вот, пожалуйста. Даже можно купить свежего дуриана. Сегодня мы с вами отправляемся в захватывающее путешествие по кокосовой деревне и Хайяну, двум замечательным местам Вьетнама. Вас ждет уникальный опыт, богатая культура и потрясающие виды. Поехали! Так, наша первая остановка – это местная локальная деревушка, где они из камня, смотрите, вот делают вот такую красоту. Естественно, вас водят, вам все это показывают. Ну и будут очень довольны, если вы что-то приобретете. Ага. Фонтаны, Будды, статуи. Кто фанат каменной архитектуры, ребята, вам обязательно сюда. Так, что у нас по ценам, ребята? Вот такая вот статуя, $50 тысяч. Я не знаю, почему у них здесь на груди свастика, но она такая незаконченная или законченная, или обратная. Ну вот она есть. Такой столик я бы себе купил, если бы у меня был частный дом. Я бы себе поставил. И с удовольствием с друзьями здесь бы играли бы в карты, либо даже бы в нарды. Интересно. How much this table? What's the price? $10,000. $10,000. It's a table with chair, yeah? Yeah, one table for 8 chairs. Окей. Blue in shipping in your country. Ага. Короче, $10 тысяч. Вот такой комплект, ребят, стоит. Каменные статуи – это, конечно же, хорошо, но мы-то понимаем, почему обычно гиды любят начинать экскурсии с таких мест. Поэтому, долго не гуляя, мы отправились сразу туда, куда изначально держали путь. Что вам первое приходит на ум, когда вы слышите Вьетнам? Многие скажут, это знаменитая вьетнамская кухня. Многие скажут кофе, вьетнамское вкусное кофе, особенно со сгущенкой. А для кого-то это будут фрукты. Для меня же Вьетнам, когда я слышу выражение Вьетнам, первое, что приходит на ум, это Вьетнамская война. Так уж случилось, что в студенческие годы я очень увлекался Вьетнамской войной. Это была война между севером, под управлением Хо Чи Мина, и югом, который защищал США. И вот мы сегодня оказались в кокосовой деревне. И даже для меня был секрет, что вот эта кокосовая деревня образовалась во время Вьетнамской войны. Потому что местные при помощи кокосов делали себе лодки и убежища. А сегодня это знаменитое место, куда приезжают тысячи туристов, чтобы покататься на кокосовых лодках, а также сделать из кокоса некоторые подделки. She, boss, YouTuber from Holland. Hi, Christopher. Hello. Hello. Welcome from here. Кокосовая деревня Камтхань – это туристическое место, известное своими пышными кокосовыми лесами, тихой рекой и традиционными лодками-корзинами. Это место, где можно познакомиться с сельской жизнью во Вьетнаме, погулять по кокосовым рощам и даже совершить круиз на лодке-корзине, что является уникальным опытом. Располагается кокосовая деревня Камтхань в Хайяне, всего в 5 километрах к востоку от исторического центра города. Основной интерес деревни – ее кокосовые леса, которые создают уникальный природный пейзаж, а также возможность поплавать на лодках-корзинах по реке. Сложно его
посадить этот дрон. Ё-моё! Давай, Ромчик, давай! Господи! Мой дневник. Мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Да, друзья, такое бывает. Забыв переключить режим полета, я не смог споймать наш дрон. Но даже после его купания мы плыли с уверенностью, что можно еще спасти. Ведь мы его достали, ведь батарею достали. А потом, наверное, из-за радости, что мы спасли нашего утопленника, я решил отключить мозг и воспользоваться советами из интернета. Совет первый. Сдуйте воду напором воздуха. Совет второй. Высушите феном. Совет третий. После всего выкиньте дрон. Шучу. Третьего совета не было. Но вот первые два я тоже вам не советую делать. Естественно, не делая вскрытия и без рекомендации доктора, я еще решил запустить своего утопленника. Ну, результат был, как мое КПД в тот день. Нулевой. Спасибо вот этим рукам, которые, к сожалению, утопили прекрасный дрон. Но, ребята, хорошее видео не получается без ошибок. Это была одна из ошибок. Поэтому мы решили заехать в этот магазинчик, потому что посмотрели здесь очень хорошие цены, дешевле, чем у нас, и приобрести нам нового друга, нового дрона. С приходом следующего дня, слава богу, вернулись и мозги. И мы наконец-то решили поехать в сервисный центр. Благо, мы его нашли здесь, в Дананге, где нам сообщили: ребята, поздравляем, ваш дрон невозможно починить. Он, даже если починится, вряд ли когда-нибудь полетит. Поэтому я готов купить у вас труп за $20. Мы поняли, что нас пытаются развести, и решили починить дрон в Украине. Знаешь, у нас и не такое чинят. А в Дананге нашли себе новый дрон. Хорошо, что здесь хотя бы продают отдельно дрон без начинки. Она у нас осталась от утопленника. Короче, нашли мы дрон в этом магазине, Tokyo Camera, но ребята отказались продавать отдельно дрон. Захотели только в комплекте совсем. Нам же это не подходит, потому что это гораздо дороже. И чтобы не переплачивать, мы предложили просто, чтобы они распаковали. Мы им даем на $50 дороже стандартной цены, и они согласились. Вот уже и быстренько сейчас нам его подвезут. Что творят $50. Поэтому злые, но довольны, мы полетели снимать дальше. Сегодня мы предлагаем вам посетить вместе с нами еще одно обязательное место для посещения. Расположенный на живописных берегах реки Хуай, древний город Хайян является настоящей жемчужиной провинции Конгнам. Он сохраняет свою древнюю умиротворяющую красоту, которая остается неизменной на протяжении веков. Признанный ЮНЕСКО объектом всемирного культурного наследия, он является не только живым музеем архитектуры и городского образа жизни, но и символом уникального слияния культур Востока и Запада. Сформировавшийся в XVI веке, Хайян был одним из самых оживленных международных торговых портов в регионе. Начиная с XVI века торговцы из Китая, Японии, Нидерландов, Индии и Испании приезжали сюда для торговли товарами. Таким образом, архитектурные сооружения и культурные ценности древнего города Хайян объединили в себе многие культуры Востока и Запада. В отличие от стремительной урбанизации многих других городов, Хайян производит глубокое впечатление на посетителей своими домами с кленовыми крышами, старинными желтыми стенами и мерцающими разноцветными фонарями. Войдя в этот прекрасный старинный город, вы можете ощутить глубину разнообразия, художественности и древности, воплощенных в рядах тесно стоящих домов. Каждый из них отражает уникальные архитектурные особенности различных культур, гармонично переплетающихся в едином пространстве. Смотрите, какие интересные вареньки. Я так понимаю, это рисовое тесто?
Это рисовое тонюсенькое тесто. Оно вообще, в принципе, отличается от тех, что мы пробовали. А пробовали мы их много где. Они здесь очень вкусные. Да, видно, что свежие. Да, вот прям фишка. Ну, мы же показывали ранее, как их делают, да, вручную. Вот. Но это действительно очень вкусно, и обязательно попробовать, будете во Вьетнаме. С наступлением ночи Хайян преображается, озаряя пространство волшебной красотой тысяч мерцающих фонарей. Особенно впечатляет фестиваль фонарей, проводимый в 14-й день каждого лунного месяца, когда город превращается в яркую красочную картину, наполненную теплом и магией света. Посетив Хайян, обязательно стоит принять участие в традиции развешивания цветочных гирлянд на реке Хуай. Маленькие лодочки скользят по водной глади в мягком свете фонарей, унося надежды, искренние пожелания в поток реки. Для местных жителей выпуск фонарей – это не только красивый ритуал, но и способ развеять печаль и обрести чувство покоя и счастья. Ну и обязательно завершающая вечерняя традиция города Хойян. Вот так вот на лодочке все плавают и пускают свечки, лампочки, я не знаю, что делают. Надя, Да? как тебе эмоции? Как тебе вообще город? Очень красивый, и я бы советовала сюда приезжать, может, даже не с экскурсией, потому что тут, как бы, видите, совместимая экскурсия с кокосовой деревней и с вот этой. Они просто очень близко вообще там. Они близко, да, но из-за того, что у тебя есть лимит по времени, ну, у тебя же какое-то время отведено там и тут, тебе просто физически не хватает. Это он что там, поджигает свечки? Да, главное, чтобы волосы мне не поджег. Ну, надо, зачем это? Ну, ставить на ноги, я не знаю. А что это такое? О. Ну и вот, я хочу продолжить, что... Боже, сейчас у нас загорится. Да. Сейчас бумага загорится и будет как с дроном, только... Короче, приезжайте сюда отдельно, наслаждайтесь каждым уголочком. Тут безумно красиво, очень атмосферно, аутентично. Хочется вот в каждый магазин зайти, что-то посмотреть, что-то выбрать. Поэтому тут, ну, минимум полдня вы проведете 100%. Да, здесь можно остановиться. Здесь видно, что есть такие антуражные отели, очень вкусные рестораны. Очень. Здесь перемешаны китайская кухня и, естественно, вьетнамская. То есть можно найти морепродукты и вкусные китайские дамплинги. Честно, я не знаю, мне здесь было очень вкусно. Очень Ну, хотя и по прайсу. Здесь мне показалось подороже, чем Дананг. Очень вкусно, очень красиво. Да, интересный город, очень интересный. Так, и, конечно же, завершение ночной рынок, night market. Куда же Азия без него? Нас сразу предупредили, что здесь достаточно карманников, поэтому аккуратно, говорит. Странно, в Дананге вечером спокойно, а тут сказали, будьте аккуратны. Так, здесь женщина сказала, что чтобы сфотографироваться с фонарями, 20-очку отдайте, это почти $1. В центре города бесплатно было, ну уже ладно. Мороженое, которое кушаешь и пускаешь пар. Где-то я такое видел в интернете. Вот так вот наш гид пробует. Курящее мороженое. Мира первая. Ну как, Даня? No nose. Давай, через нос выпускай. Blow your mouth. Не закрывай Blow нос. your mouth. Все, ясно. Как đây. Кушай, жуй давай. О, вот, пошло через нос. Так, мы хотим фрукты. Как говорит моя мама, мы хотим фрукту. Фрукту, окей. Манго? How much? А? 30. Окей. Берем. А дети, как и папа, обожают манго. Мирочка, ну как? После мороженого испугалась, манго, ок, да? Ну, а это Надя обожает. Вот такие вот блинчики с нутеллой и бананом. Так, значит, вот здесь готовится их местное блюдо. Но нам гид сразу же рассказал, что кукуруза вкусная, кукурузная лепешка тоже хорошая. А, ребята, мясо не берите. Очень многим от него на утро плохо. Поэтому мы решили не рисковать. Так, ребята, мало кто знает, но во Вьетнаме вон много филиалов
Луи Виттона, Гуччи, есть Прада, есть Миу Миу. Я думаю, что здесь даже цены поинтереснее будут. Пожалуйста. Шикарный. Шикарный вот под ноутбук. Смотрите, какая сумочка. Мне очень нравится. Все, Айсюн. How much? Все, Айсюн. Дядя говорит, что вас зовут Все, Айсюн. Соуса? Да. Так. Что тут у нас? 750. Вьетнам. Вьетнам Донг. 750 тысяч. Подожди, это что делим на 2525 тысяч за доллар? $30 за Луи Виттон. Дорого. Короче, мы купили Дане сумочку. Вот такую, под ноутбук. Да, оригинал Луи Виттон. Но Надя нам сказала, что, оказывается, Луи Виттон даже такого и не шьет. Правда, Надя? Нет, они шьют только ноутбуки, но просто такой модели я не видела. Ну, слушай, такая модель теперь только во Вьетнаме и у нас. Все. На следующее утро мы отправились в одно невероятное место, которое давно у меня было в закладках. Ехать туда приблизительно 40 минут от центра Дананга на такси. Билеты можно купить как онлайн, так и на месте, либо спросить на рецепции в вашем отеле, что мы и сделали и получили очень выгодный прайс. Бана Хиллз – это визитная карточка не только Дананга, но и целого Вьетнама. Это парк развлечений, построенный на месте деревни французских колонизаторов начала 20 века. Побывать тут стоит по 3 причинам: прокатиться на самой высокой канатной дороге в мире, пройтись по Золотому мосту и увидеть французскую деревню. Так вот здесь меряют возраст детей. Не сколько тебе лет, а какой возраст. Если 1,40 м, ты уже взрослый. Прежде всего, вам предстоит путь на канатную дорогу. Канатная дорога Бана Хиллз – это не просто способ добраться до горного курорта, а настоящая достопримечательность, признанная одной из самых впечатляющих в мире. Она известна своей огромной длиной – более 5000 метров, и впечатляющей разницей высот между отправной и конечной станцией. Она поднимает посетителей беспрерывно многие годы, входит в Книгу рекордов Гиннесса, имеет уникальное устройство. Канатка состоит из 4 линий, ведущих к разным частям парка. Поездка на канатной дороге Бана Хиллз занимает около 20 минут и предлагает потрясающие виды на горную местность. Канатная дорога – единственный путь к Бана Хиллз. Одной из главных изюминок комплекса Бана Хиллз является Золотой мост. Это архитектурное чудо представляет собой пешеходный мост, который поддерживает 2 гигантские каменные руки, выступающие из склона горы. Мост не только служит функциональным маршрутом, но и предоставляет посетителям невероятную возможность сфотографироваться. Прогуливаясь по Золотому мосту, посетители могут любоваться захватывающим видом на горы и холмы, покрытые зеленым ковром. Ребята, вот позади меня самая знаменитая достопримечательность Вьетнама – Golden Bridge. Но местные называют его мостом руками Бога. Вы видите, как 2 руки сделаны так, как будто поддерживают мост, как будто мост создан непосредственно самим Богом. Поэтому местные всегда говорят, это не просто Golden Bridge, это мост руки Бога. Но изначально, в 2018 году, когда создавали этот мост, была идея сделать так, чтобы мост олицетворял соединение природы и человека, будто природа защищает человека. Но, ребята, какая природа защищает людей? Давайте по-честному. Руки Бога. Свое название мост получил благодаря золотому покрытию стальных элементов. Архитектурное творение, прославившееся на весь мир, это часть 2-миллиардного проекта по привлечению туристов Бана Хиллз.
Вьетнамский курорт уже пользовался популярностью у путешественников, но власти решили не останавливаться на достигнутом. Идея расположить мост именно на высоте 1500 метров авторам проекта пришла не случайно. Этому предшествовала история курорта и то, как развивался парк в настоящее время. От создания чертежа на бумаге до момента открытия прошло чуть меньше года. Строительство началось в июле 2017, а завершилось в апреле 2018 года. Доступным для посещения мост стал с июня того же года. Комплекс Бана Хиллз предлагает множество достопримечательностей и развлечений, подходящих для посетителей всех возрастов. Парк Фэнтези – это крытый парк развлечений, предлагающий захватывающие аттракционы, аркадные игры и интерактивные развлечения. От американских горок до 4D кинотеатров посетители могут погрузиться в мир азарта и развлечений. Для тех, кто интересуется историей и культурой, обязательно посетите пагоду Линк Унг. На своей странице в Instagram я расписала подробный пост с ценами и личными рекомендациями по посещению этого парка и моста. Чтобы улучшить впечатление, комплекс Бана Хиллз также предлагает широкий выбор ресторанов. Посетители могут насладиться разнообразием вкусов от местной вьетнамской кухни до блюд интернациональной кухни. Есть также несколько баров и кафе, где посетители могут расслабиться и насладиться освежающим напитком, любуясь потрясающим видом на окружающий пейзаж. Наша личная рекомендация – брать билет с посещением буфета Four Seasons Buffet, который работает с 10:30 до 3. Очень огромный и разнообразный выбор разных блюд, а самое главное – все очень вкусно. Здесь будет закадровая озвучка. Смотрите, ребята, большой буфет. Тут Надя будет говорить: мы пришли покушать в очень хорошее кафе. Очень много столиков, красивый вид. Буфет входит в стоимость. Берите буфет, потому что еда нямушка-нямушка. Тут Надя скажет, сколько сидит китайцев. Так? Это была минутка юмора от Романа, ну а если серьезно, друзья, это тот самый буфет Four Seasons. И тут огромный выбор блюд, разнообразная кухня для любого посетителя. Есть, конечно, разные ресторанчики на воздухе, на площадке, но если вы все-таки предпочитаете фуршет, то вам именно в этот буфет. Как тебе мост? Вы знаете, очень красиво, очень впечатляет, захватывает, я бы сказала, эти руки, это нечто. Единственное, очень сложно сделать какие-то там супер-пупер видео, проходочку, потому что везде люди, очень много китайцев, они тебе в этот кадр залазят, туда-сюда, ну, короче, сложно, вот как блогеру сложно сделать красивый кадр. Я не знаю, тут, наверное, надо жить, может быть, приехать вечером, чтобы сделать видео без людей. Надо приезжать, наверное, просто не в high season, не в апрель, а в февраль, март. Может быть. Ну, в любом случае, место must have. Еще в Дананге мы открыли для себя уличный массаж ног, причем абсолютно всей семьей. Стоит копейки, но твои ножки после массажа становятся как новенькие. Друзья, наша личная рекомендация: будете во Вьетнаме, обязательно попробуйте. Вьетнамский массаж ног – это традиционная методика, основанная на воздействии на биологически активные точки стоп. Массажист воздействует на определенные точки на ступнях, используя надавливание пальцами, ладонями и другие техники. Эти точки связаны с различными органами и системами, и их стимуляция помогает нормализовать их работу. Также оказывает успокаивающее действие на нервную систему. Ходили мы на этот массаж по вечерам абсолютно каждый день, все наше времяпровождение в Дананге.
Дананг славится своими длинными белоснежными пляжами, такие как Ми-Кхе, которые часто входят в списки лучших пляжей мира. Пляжи в Дананге могут быть очень протяженными, что позволяет проводить время, гуляя вдоль берега. Тут можно заняться различными водными видами спорта, такими как серфинг и падлбординг. Вдоль пляжа можно найти множество ресторанов и кафе, предлагающих разнообразные блюда, особенно морепродукты. Наши личные рекомендации: выбирайте отели с хорошим расположением. Отели с прямым выходом к пляжу или расположенные вблизи пляжей могут обеспечить более комфортный вам отдых. Обязательно планируйте свои активности. Дананг предлагает множество других видов развлечений, таких как посещение культурных достопримечательностей, поэтому можно совмещать пляжный отдых с другими интересными мероприятиями. Ты какая здоровая. На этой прекрасной ноте наш выпуск про Дананг подходит к концу. Надеюсь, вам было очень интересно, и вы обязательно включите этот город Вьетнама в ваш список для посещения. Ну а мы с вами не прощаемся, так как скоро вас ждет вторая часть нашего выпуска про Вьетнам. Поэтому обязательно подписывайтесь, лайкайте, комментируйте и ставьте уведомления, чтобы не пропустить наши выпуски. До скорой встречи, друзья!